Здравствуйте, уважаемые зрители! В прошлом видео мы поговорили о том, что такое шим-сигнал, для чего он нужен и как с ним работать на Arduino и микроконтроллер семейства Attini. В этом видео мы перейдем к практическому применению информации из прошлого ролика и будем управлять яркостью и плавным включением светодиодной ленты с помощью транзистора ERF3205. Подобный тип транзисторов, управляющий включением нагрузки, еще называют мосфетами. Кратко о принципах работы транзистора. У него три ножки. Если на крайнюю левую ножку, называемую затвор, подать управляющее напряжение, в нашем случае это 5 вольт, то транзистор пропустит ток от третьей ножки, которая называется исток, ко второй ножке, которая именуется сток. При снятии управляющего напряжения транзистор закроется, и ток от третьей ко второй ножке перестанет течь. В характеристиках транзистора всегда указывается, при каком напряжении транзистор сработает, так называемое отпирающее напряжение, на какое напряжение рассчитан транзистор и какой максимальный ток может через себя пропустить. Например, данный транзистор ERF3205 рассчитан на максимальное напряжение 55 вольт и максимальный ток 110 ампер. Срабатывает он при напряжении от 4 вольт, то есть 5 вольт Arduino ему гарантированно хватит для срабатывания. Так как речь в этом видео пойдет об управлении светодиодной лентой на 12 вольт, этих характеристик нам вполне хватит. Работает транзистор только в схемах с постоянным током. Для подключения приборов и освещения, работающих от переменного тока в сети 220 вольт, уже нужен будет семистор. О нем мы поговорим в следующем видео и, как обычно, разберем его подключение на примерах. Для начала соберем схему подключения транзистора ERF3205 на макетной плате и будем управлять транзистором с помощью Arduino Uno. Первую ножку транзистора соединяем с 11 пином Arduino. Вообще это может быть любой пин, поддерживающий работу шим-сигналом. Вторую и третью ножку соединим с минусом светодиодной ленты и с минусом макетной платы соответственно. К плюсу и минусу макетной платы подключим источник питания напряжением 12 вольт. И плюс этого источника соединим с плюсом светодиодной ленты. Я использую для примера небольшой отрезок светодиодной ленты. Здесь даже при максимальной ее яркости ток не более 200 мА, так что макетка вполне годится, ничего у нас не расплавится. При больших токах, конечно же, нужно соединять элементы нашей схемы проводами напрямую, без всяких макеток. Для защиты пина Arduino добавим резистор номиналом 100 Ом, а также добавим подтягивающий резистор на 10 кОм между первой и третьей ножкой транзистора, который не позволит ему сработать в отсутствии управляющего сигнала микроконтроллера. Берем без изменений скетч из прошлого видео и загружаем в Arduino. Видим, что лента плавно загорается в течение 5 секунд, а затем плавно гаснет. Теперь попробуем управлять мосфетом с помощью Attini 13. Переводим Arduino Uno в режим программатора. Возвращаемся к нашему скетчу и меняем 11 пин, который у нас был задействован при работе с Arduino Uno, на нулевой, что соответствует пятой ножке Attini. Загружаем скетч в Attini. Я загружаю через самодельный программатор. Если прошиваете Attini с помощью макетной платы, посмотрите видео, как Attini подключается к Arduino, ссылка на которую есть в подсказках и в описании к ролику. Не вынимая Attini из программатора, соединяем его пятый пин с первой ножкой мосфета, а четвертый пин с общей землей. Лента начинает плавно увеличивать свою яркость и плавно гаснуть. Далее сделаем так, чтобы светодиодная лента включалась при появлении движения в комнате. Возьмем очень распространенный инфракрасный датчик движения HC SR501, который позволяет обнаруживать движение теплых объектов, людей, животных на расстоянии до 5 метров. Подключим датчик согласно схеме, а его сигнальный разъем соединим с шестым пином Attini. Видоизменим скетч и сделаем так, чтобы освещение плавно включалось при появлении логической единицы на шестом пину Attini, то есть при срабатывании датчика. А при пропадании сигнала будем плавно отключать светодиодную ленту.
Загружаем скетч в ATTINI. В самом начале лента может включаться самопроизвольно, так как датчик движения примерно в течение 30 секунд проводит первоначальную калибровку. Далее проводим мимо датчика рукой, и лента плавно загорается. Пока в поле видимости датчика происходит движение, лента будет гореть. Как только движение прекращается, лента в течение 5 секунд гаснет. Чувствительность датчика и время его работы после срабатывания можно настроить с помощью регуляторов. Время задержки датчика после пропадания движущегося объекта регулируется от 5 до 200 секунд. В следующем видео поговорим об управлении приборами, работающими от сетевого напряжения 220 вольт с помощью семистера и микроконтроллеров ATTINI 13 и ATTINI 85. Спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. До встречи!